Добро пожаловать в Матрицу. Полагаю, что если вы попали в это видео, то вам не нужно объяснять, что такое GitHub, а скорее стоит объяснить, как загрузить туда проект. Стой, подожди. Раз, два, три. Для того, чтобы загрузить ваш проект на GitHub, вам в первую очередь нужно, конечно же, создать профиль на GitHub. Регистрация стандартная и не отличается от регистрации на каком-то другом сайте. После того, как вы зарегистрировались, вы попадаете в свой профиль. Вот таким образом он выглядит. И первым делом вам нужно создать так называемый репозиторий, в котором будет храниться ваш проект. Нажимаем плюсик и нажимаем New Repository, то есть создание нового репозитория. Придумываем ему имя. Я, например, в окне имя репозитория пишу Unity Hello World по традиции. И здесь вы выбираете галочку, либо это public проект, то есть доступен для совместного доступа, либо приватный. Давайте напишем description, например, первый проект на Unity, плюс GitHub. Далее есть такой важный момент, так называемый git-ignore. То есть, грубо говоря, добавление того документа, в котором описывается, что должен Git игнорировать при загрузке. Почему это важно, расскажу чуть позже. Сейчас давайте выберем шаблон, template для Unity. То есть, пока лишь отметим, что в файле .gitignore содержится список файлов, которые стоит игнорировать при заливе вашего проекта на GitHub. Также поставим галочку напротив Add README File, что также является правилом хорошего тона, потому что в README файле мы обычно описываем документацию к нашему проекту. На этом, в общем-то, и все. Можем нажать кнопку Create Repository, то есть создание репозитория. Вот так он выглядит. У нас в репозитории сейчас находятся два файлика. Один .gitignore, второй readme файл. Вот содержание readme файла мы также видим сейчас на экране. Это название проекта и комментарий. Gitignore, откроем в новой вкладке, выглядит следующим образом. То есть мы его создали по шаблону. Объясню наглядно чуть позднее, на что он влияет. Далее, давайте склонируем наш проект на рабочий стол, ну или в папку на компьютере. Сделать это удобнее всего с помощью приложения GitHub Desktop. В общем-то, чтобы его скачать, вы можете перейти на сайт с одноименным названием desktop.github.com, либо сходить с этим вопросом в интернет и набрать «Скачать GitHub». В общем, попадаем на такой сайт, нажимаем кнопочку Download. Скачивается стандартный экзешник, который мы открываем после загрузки, кликаем несколько раз далее, и, в общем-то, приложение для работы с GitHub на локальном компьютере у нас будет установлено. Вот так вот оно выглядит после запуска и установки. Далее вернемся на наш сайт. Наша задача сейчас вернуть проект из GitHub, который мы только что создали, загрузить его на наш компьютер. Нажимаем кнопочку код, Open with GitHub Desktop, то есть можем нажать прямо здесь и разрешить открыть приложение GitHub. Автоматически создается такой шаблончик, который указывает название нашего репозитория и папку, куда будет сохранен проект. Вы можете его поменять папку, установить, в общем-то, любую на компьютере. У меня это диск D, GitHub и название, собственно, проекта, которое совпадает на сайте, и название папки. Если нас все устраивает, нас устраивает локальная папка, куда будет склонирован проект из репозитория, то мы просто можем нажать клон. Сейчас посмотрим, как это выглядит в динамике. То есть вот у меня папочка D GitHub, нажимаю клон. Мы видим, что у нас проект склонировался, а в папке на диске сохранился Unity Hello World с двумя нашими вот этими файликами, которые лежат в корне репозитория. То есть мы имеем полный клон проекта. Вот эти файлики, .gitignore и readme файл. То есть теперь изменения, которые мы будем делать на диске или на сайте, мы можем синхронизировать между собой. Давайте создадим новый проект на Unity. Выбираем нашу папку, в которую склонирован репозиторий, и ее же указываем в качестве папки проекта и называем проект, например, Hello World with GitHub.
Тут все стандартно, создание нового проекта на Unity. Нажимаем кнопку Create и ждем некоторое время, пока у нас запустится стартовое окно Unity со стартовой сценой. Версионность Unity можно было бы и постарше выбрать, но какая у меня по умолчанию выбралась, не сильно критично. Вот у нас открывается новый проект. Открыв приложение GitHub Desktop, мы видим большое количество файлов, которое у нас приготовилось к загрузке. То есть в данном случае отображаются те файлы, которые появились в папке в репозитории, но на сайт, на GitHub они не загружены. Еще важный момент — это зайти во вкладочку Project Settings и найти опцию, которая называется Version Control внизу слева. И поставить галочку Visible Metafiles, ну то есть чтобы у нас в проекте метафайлы были видны. Сейчас мы видим, что у нас загружается готово к загрузке 7000, почти 8000 файлов. Этого, конечно, более чем много. Я вам оставлю ссылочку на вот такой вот gitignore файл, заточенный под Unity. В описании под видео вы можете его скопировать. То есть мы создали шаблон для Unity, gitignore. То есть нужно нам сейчас этот файлик настроить и не все файлы загружать на GitHub. Делается это потому, что Unity по умолчанию создает большое количество файлов локальных, и не все их необходимо загружать на GitHub, потому что когда вы работаете с локальным проектом, многие файлы у вас автоматически генерируются и так, их нет необходимости выгружать. Вот и сейчас, если мы обновим наш gitignore файл, то мы видим, что у нас для загрузки готово 30 файлов. По сути, вот этот файлик отличается от того, который генерируется автоматически, тем, что мы некоторые папки здесь отключили для загрузки. То есть здесь уже это прописано в новом файлике было. Пишем комментарий, empty project, adding empty project, нажимаем commit. Это называется закоммитить проект. Заходим в историю версии. Теперь видим, что у нас вот наш коммит, который мы записали, с комментарием empty project, пустой проект, готов для загрузки. И теперь, если мы нажмем кнопочку push, то те файлы, которые у нас лежат в папке проекта, они будут запушены на GitHub. Давайте проверим. Заходим на GitHub, обновляем страничку. Видим, что вот у нас папка Hello World with GitHub загрузилась. Опять же, в readme файле правилом хорошего тона было бы написать, какую версию Unity мы используем в данном проекте. И давайте сейчас вернемся в Unity, создадим простенькую сценку с плейном, добавим кубик, который будет падать на плейн. То есть чисто символически проверим, все ли у нас хорошо запускается, загружается на GitHub. Кубику добавим компонент по традиции какой-нибудь rigid body, чтобы он падал вниз. Вот, запускаем нашу сценку, сохранив предварительно проект. Все вот таким образом у нас она отрабатывает. Ну, ничего особенного, в общем-то, не произошло. Мы добавили пару объектов. Открываем GitHub Desktop, смотрим изменения 7. То есть у нас 7 изменений после добавления данных действий, добавления компонентов, объектов на сцену, компонента к ним. Вот нажмем, допустим, комментарий. Введем add cube and plane, коммитим. Видим, что у нас в истории проекта новый коммит случился. Список того, что у нас коммитится, и нажимаем push. То есть заменяем оригинал. И теперь у нас обновим страничку. Видим, что в папке Hello World with GitHub 29 секунд назад произошло обновление файла. Список коммитов здесь также присутствует. Это то, что я делал в начале видео 11 часов назад. Всем спасибо за внимание и по традиции до встречи за пределами матрицы.